Всем привет, меня зовут Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru. В этом видео я покажу, как проапгрейдить старые бусы, сделать их поинтереснее, посовременнее. Например, у меня есть вот такие вот бусы, которые я нашла у бабушки в сундуке. Мне кажется, что, я не хотела бы вот так вот прямо сейчас их взять и надеть. Мне хочется что-то такое. Начнем мы нашу работу с того, что разломаем то, что имеем, чтобы построить что-то новое, более интересное. Чик-чик. Я предлагаю поступить так. Эти бусины мы снимем с нитки и пересоберем их на вот такую вот нитку через узелок. Мы уже делали это в предыдущем видео, вы видели бусы из жемчуга. Но соберем их чуть-чуть по-другому, добавив кожаный шнур. Для работы нам понадобятся бусы, которые мы хотим модернизировать, проволока, пара колечек, замочек, вот такой вот в виде крючка, подвесочка для украшения. Нитки гриффин я взяла номер 8, потому что, посмотрите, у этих бусин очень крупное отверстие, соответственно, и ниточка должна быть потолще. Ну и кожаный шнур. Здесь у нас ультрасуэт, это искусственная замша. Работу с нитью гриффин мы всегда начинаем с того, что полностью сматываем ее с картонки, потому что мы должны начать работать с самым-самым дальним кончиком. Набираем на нитку пару бусин. Одну и вторую. Протягиваем до конца. Оставляем где-нибудь вот примерно такой хвостик. Проходим через колечко. И теперь идем в обратном направлении. Сначала через одну бусинку. Здесь как следует все подтягиваем и между двумя бусинами завязываем узелок. Узелок завязываем так, как мы делали это, когда в школе фенечки плели. Вот так вот, смотрите, одну нитку берем, перекидываем через другую. И вот так вот, раз. И завязали. Вот, получился такой узелочек. Проходим обратно через вторую бусинку. И тут тоже еще разочек завязываем узелок. Берем одну нитку и вокруг второй перекидываем и подтягиваем. На самом деле можно сделать так несколько раз. Я сделала 2, но если хотите, можно сделать и 3, и 4 бусины, чтобы было прям совсем-совсем надежно. Здесь можно завязать еще один узелок поверх первого. И теперь отрезаем короткий кончик, а узелок проклеиваем клеем, чтобы ничего не развязалось. А теперь мы делаем все то же самое, что делали в одном из прошлых видео, когда нанизывали жемчуг через узелок. Мы берем и все эти бусины просто нанизываем через узелок тем же самым способом. Надеваем бусину, протягиваем ее, завязываем узелок вокруг пальца. Хватаемся тонкими круглогубцами у самого основания бусины и подтягиваем вплотную к бусине. Опа, получился узелок. Смотрите, здесь у меня у бусины довольно крупное отверстие. Смотрите, какие у вас. Можно сделать 2 узелка, один на другим. Решайте сами, как вы хотите. Я думаю, что я сделаю еще один, потому что мне кажется, что, да, вот видите, узелок готов уже, того гляди, провалиться туда. Поэтому еще разочек берем и опять повторяем эту процедуру. Делаем такую вот петлю. Хватаемся круглогубцами прям вот за этот вот узелочек, может даже чуть ниже. И второй завязываем прям на первом, поверх первого. Смотрите, опа. Вот. Получился здесь двойной узел. Он будет держать, он уже не проваливается в бусину. И продолжаем делать так до тех пор, пока не наберем все бусины на нитку.
Потому что иногда одного узелка недостаточно, иногда нужно 2 узелка. И вот это как раз тот случай. В этот момент главное не бросить это все и не пойти заняться чем-то более веселым. Включите себе музыку, аудиокнигу, расслабляйтесь. Еще столько же и полстолько осталось. Когда у нас остается практически все, 2 бусины добавить, 2, мы их добавляем без узелков. Одну надеваем, вторую, колечко надеваем или нет, я, пожалуй, 3 бусины наберу, 3, не 2, а 3. 3 бусины, чтобы мы завязали 2 страховочных узелка, потому что, знаете, как все спасатели, МЧСовцы говорят, 2 это 1. 1 это 0. Развязался 1, считайте, у вас ничего не было. Развязался 1 там, где было 2, у вас остался 1. Поэтому мы будем руководствоваться такими принципами и сделаем 2 узелочка. Возвращаемся обратно в первую бусинку. Подтягиваем нитку. Оставляем здесь некоторое пространство для того, чтобы поместились узелки. И точно так же, как мы с вами делали в начале, завязываем узелки между этой и этой бусиной. Вот так вот перекидываем. И подтягиваем. Можно еще разочек. Проходим теперь туда, в следующую бусинку. И завяжем узелок здесь. Один и второй. Укрепляем узелок клеем. У меня текстильный хемлайн. И пройду-ка я, пожалуй, еще один разочек вот сюда, вот в обратном направлении. И вот здесь просто вот так вот под корень раз и ниточку обрежу. Опа! Получилось вот так вот. Теперь мы приделаем кожаный шнур. Я хочу, чтобы он был двойной. Померьте как-нибудь вот так. И отрежем. Сколько-нибудь вот столько. Складываем шнур пополам, продеваем в колечко. И завязываем вот такую вот петельку. Опа. Шнур получился на кольце. А с другой стороны к шнуру мы прикрепим замочек. Пройдем кончиками через отверстие. Прицепим замочек на кольцо. И это вот как раз тот момент, когда нужно провести примерку. Вы надеваете бусы на шею и смотрите, какой длины вы хотите, чтобы они у вас были. Регулируете повыше, пониже. И когда вы решаете, какая длина вам подходит больше, аккуратненько снимаете и закрепляете шнур. Здесь на самом деле можно действовать разными способами. Можно использовать бусины-зажимы, как мы делали в браслетах. Я хочу показать, как сделать это с помощью проволоки. Я взяла проволоку толщиной 22 гейджа. Отмотаю небольшой кусочек. Сложу все шнуры вместе. И вот так вот просто раз-раз и скручу проволокой шнуры. Аккуратно поджимаем ее инструментами, стараемся все сделать красиво. Просто плотно-плотно обматываем вокруг шнура. И кусь-кусь откусываем кусачками. Поджимаем вот этот кончик, чтобы он потом никого не царапал. Вот так вот аккуратненько его раз сюда. А лишние хвосты мы просто обрежем ножницами. Вот получилось так.
Такой способ крепежа шнура с помощью проволоки, на мой взгляд, уместен в этом дизайне, потому что он такой в бохо стиле получился. И давайте украсим еще эти бусинки. Я хочу приделать сюда небольшой листик березы, как напоминание о родных краях. Листик березы мы приделаем с помощью колечка. Все по стандартной схеме. Открыли, надели и закрыли. Ну, шикарно. Вот так вот мы взяли и проапгрейдили старые бусы. Найдите в своем сундуке что-то похожее и обязательно вдохните в них новую жизнь. Ставьте нам лайк, если вам все понравилось, подписывайтесь на канал. Пока! Шутки-то иссякли уже. Это мы потом все сотрем, потому что это очень-очень скучно смотреть, как Захарова сматывает все с картонки. Кстати, говорят, рукоделие успокаивает. Если честно, у меня здесь узел такой подставный на самом начале, и у меня немножко нервы. А вы пробовали узлы развязывать на нитке? О, та-дам, победа! Красивый кадр, да? Куча ниток сидит. Как говорят, длинная нитка, ленивая девка. Почему они сами не могут сюда запрыгнуть и сами себя завязать? Сами себя сделать. И прийти ко мне и сказать: нате вам, тетя, носите. Ладно, ничего, сейчас все сделаем. Подумаешь, время идет, а мы узелки вяжем. Что еще сделать? Пины крутить, узелки вязать. А дальше уже будет кадр, как мы счастливые все доделали. Нормально. Нормально? Нормально. Разыгрывать не буду. Пригодятся самому. Ну, правда, классные, да?